Итак, тема сегодняшней лекции — теория взаимосвязи между социальным конфликтом и социальным контролем. Ну, это, в общем-то, моя главная теория. Первый вопрос. Спорные вопросы в конфликтологии. В такой науке, как конфликтология, существует несколько нерешенных проблем. Первое. В чем состоит сущность взаимосвязи между социальный конфликт и социальный контроль? Вторая проблема. Имеют ли конфликты пользу? Ну, некоторые авторы считали, что можно все конфликты уладить. Я считаю, что их уладить невозможно без того, пока не выяснят, кто из конфликтующих сторон является контролером. Так, третья проблема. В чем состоит основа для соглашения конфликтующих сторон при улаживании конфликта? Четвертая проблема. В чем состоят причины и цель конфликта? Пятая проблема. Что является критерием для классификации конфликтов? Ну и последняя, шестая проблема. Нужно ли и возможно ли уладить все конфликты на основе соглашения конфликтующих сторон? Второй вопрос. Определение. Значит, социальный конфликт – это вид социального взаимодействия, при котором участники пытаются одержать победу над своими противниками с помощью различных средств с целью физического уничтожения противника, превращения его в объект контроля или завоевания чужой сферы влияния и ресурсов. Социальный контроль – это вид социального взаимодействия, при котором контролер принуждает объект контроля к выполнению норм с помощью угрозы применения положительных или отрицательных санкций, с помощью внедрения стереотипов. Таким образом, в отношении социального контроля существует два статуса – контролер или объект контроля. Санкция – это награда или наказание. Таким образом, санкции бывают положительные или отрицательные. Нормы – это правила поведения. Стереотип – это образец для подражания, который внедряется в сознание людей через средства массовой информации и культуры. В социологии отсутствует описание принципов взаимосвязи между понятиями конфликт и контроль. Эти понятия рассматриваются в отрыве друг от друга. Именно я обнаружил сущность этой взаимосвязи. И в этом состоит новизна моего подхода. Именно понимание сущности взаимосвязи между конфликтом и контролем позволяет решить все вышеперечисленные проблемы конфликтологии. Сущность этой взаимосвязи состоит в следующем. С одной стороны, победитель в конфликте становится контролером до следующей вспышки конфликта, а проигравший становится объектом контроля. Проигравший вынужден погибнуть или уступить победителю сферу влияния. С другой стороны, контролер вынужден поддерживать оптимальный уровень строгости санкций, так как слишком строгий или слишком мягкий контроль вызывает новую вспышку конфликта из-за того, что объект контроля в этом случае начинает сомневаться в способности контролера выполнять свои функции. Когда слишком мягкий контроль, объект контроля начинает сомневаться, что его способны наказать. В случае слишком сурового контроля объект контроля идет на конфликт
с контролером из-за чувства отчаяния. Но он понимает, что ему терять нечего, поэтому решает вступить в конфликт с контролером. Ну, решает рискнуть своей жизнью, достижениями в карьере или своей заработной платой ради освобождения от слишком сурового контроля. В случае слишком мягкого контроля объект контроля получает надежду на победу над контролером, так начинает считать контролера слишком слабым и неспособным применить наказание. Например, учащиеся, то есть школьники, устраивают срыв урока в случае тиранического или попустительского стиля наведения порядка на уроке со стороны педагога. Следующий вопрос. Имеют ли конфликты пользу? С точки зрения представителей такого направления в социологии, как структурный функционализм, каждый обычай, каждая организация имеет свою функцию в обществе, а конфликты не имеют пользы в обществе, поэтому эти конфликты нужно искоренять. В начале 20 века развивались прикладные исследования конфликтов в малых группах, в производственных организациях, исследования забастовок, демонстраций, бунтов и военных столкновений. Целью этих исследований стало выяснение причин конфликтов и поиск эффективных методик их разрешения, улаживания. При этом конфликты рассматривались как негативные процессы, сдерживающие развитие общества. Парсонс видел главную задачу социологии в поддержании бесконфликтных отношений, чтобы поддерживать равновесие, взаимопонимание и сотрудничество. По его мнению, Парсонса, функции урегулирования конфликтов выполняют правовые институты, религия и обычаи. По мере своего развития общество становится все более-менее конфликтным. Но эта концепция Парсонса подверглась обоснованной критике за нежизнеспособность. С противоположной точки зрения, которая принадлежит представителям школы конфликта в академической социологии, конфликты в обществе неизбежны, но их нужно улаживать. Конфликты в обществе имеют пользу и вред. То есть Парсонс считал, что только вред имеют конфликты, а эти считали, что конфликты имеют пользу и вред. Козер указывал на негативные и позитивные функции конфликта. Я считаю, что польза и функция конфликта состоит в том, что с помощью конфликта, происходит развитие общества, естественный отбор претендентов в контролеры. Поэтому полное искоренение конфликта является утопией. Конфликт является неизбежным элементом социальной структуры. То есть конфликты были и будут. Так, следующий вопрос. В чем состоит цель и причина конфликта? Целью конфликта является завоевание ресурсов, статуса контролера или сферы влияния. Причиной конфликта являются человеческие потребности в богатстве, престиже и власти за счет других людей. Следствием этих конфликтов является неизбежное и естественное неравенство между людьми. То есть неравенство было и будет. Статус контролера, завоеванная сфера влияния, богатство, престиж и власть – это призы победителю в конфликте. Примером неравенства между людьми служит неравенство между контролером и объектом контроля. Они не равны, это нормально. Иногда некоторые элиты пытаются создать себе заведомые преимущества в конфликте в форме кастовой или сословных привилегий.
Эти элиты пытаются запретить представителям низов делать легальную карьеру. Такие элиты пытаются отменить свободные выборы, рыночные отношения, браки между представителями низов и верхов. Право представителей низов подавать в суд или вызывать на дуэль представителя элиты. Такие попытки неизбежно приводят к потере конкурентоспособности. Ну, такие элиты просто вырождаются, которые запрещают контролировать с собой. У представителей элиты и к социальной революции, когда выскочки из низов оказываются вынужденными физически уничтожить вырожденцев и старые элиты и занять их место на вершине социальной пирамиды. Следующий вопрос. Критерии для классификации видов конфликта и контроля. Итак, по моему мнению, виды конфликтов отличаются видами средств борьбы при ведении конфликта. Итак, существуют следующие средства борьбы для разных видов конфликта. Первый вид конфликта, первое средство для конфликта. Первое. Жесты агрессии, флирта или недоверия. То есть человек сначала пытается запугать другого жестами агрессии. Ну вот, кулак. Жест агрессии. Моргало выколи. Понятно. Потом будет отдельный параграф по этому вопросу. По жестам агрессии. Так, второй вид средств борьбы. Это словесная брань или похвала. Распускание сплетен. То есть люди начинают ругаться. А побеждает тот, кому малая группа присудит победу. Третье средство – это оружие. Четвертое средство – организация предвыборной кампании. То есть кто победит на выборах, тот и будет контролером, президентом. Организация митингов, демонстраций, политическая реклама, донос вышестоящей инстанции на противника. Кстати, вот именно психологи вот умеют писать доносы. Дальше. Бюрократические интриги, забастовка. Пятое средство борьбы. Религиозное проклятие в адрес оппонентов. Инквизиция. Ну, то есть проклинает от имени Бога оппонентов. Ну, или сжигает на костре. Это в сфере религии. Сжигает еретиков. Шестое средство борьбы – это дешевый и высококачественный товар. Ну, на рынке. При рыночной конкуренции. Ну, сейчас китайцы задавились весь мир своими дешевыми, правда, низкокачественными товарами. Седьмое. Высококачественное произведение искусства. Ну, то есть такую песню я напишу, что я всех смогу победить противников. Восьмое средство борьбы – это риторические приемы. То есть я умею спорить, применять эти приемы и сумею всех победить в дискуссии. Софистические уловки или научное доказательство, которое безошибочное с точки зрения формальной логики. Критерии для классификации конфликтов. То есть чем конфликты отличаются друг от друга? Они отличаются видом санкций или стереотипов. Ну, какие есть критерии? Ну, вот, например, психологическая наука до сих пор не раскрыла устройство механизма психологического контроля. То есть механизм гипноза до сих пор до конца не раскрыт. Механизм роковой любви. Ну, у меня будет отдельный параграф на эту тему.
роковая любовь. Или как влияет демагог на толпу. До конца это не раскрыто, хотя кое-что известно. Итак, существует 5 видов санкций, ну и соответствующие виды контроля. Итак, первая санкция – похвала или брань. Я могу противника похвалить или поругать. На этом построен моральный контроль. Второй вид санкций – это вооруженные санкции. То есть телесное наказание. Я могу применить кнут и заставить себя подчиняться, например, там, я не знаю, коров с помощью кнута, да и людей тоже при рабовладельческом строе. С помощью кнута могу заставить. Третий вид санкций – административная. Я могу повысить или понизить по службе своего подчиненного. Поэтому он будет мне подчиняться. Я могу предоставить работу или уволить своего подчиненного. Поэтому он будет мне подчиняться. Четвертый вид санкций – религиозная. Я могу угрожать верующему тем, что отправлю его в ад или в рай. Поэтому священник может управлять верующими. Я могу обещать преимущество в процессе реинкарнации, то есть при перерождении душ. В процессе перерождения душ. Ну вот Высоцкий пел, что хорошую религию придумали индусы, да? Я могу сделать верующего в следующей жизни баобабом или свиньей, или могу сделать начальником. Вот и могу управлять этим верующим. Ну и пятый вид санкций, самый эффективный. Это экономические санкции, это премия или штраф. То есть я могу подчиненного дать ему премию или оштрафовать. Он самый сегодня эффективный. Итак, 5 видов санкций. А на механизме внедрения стереотипов построен эстетический или идеологический контроль. Но я много времени занимался рекламой в кино. То есть я могу много раз повторять одно и то же в рекламе, и зритель будет это делать. Будет курить сигареты, которые я рекомендовал, придет ко мне в кино именно на этот фильм и так далее. Следующий вопрос. Классификация видов социального конфликта и социального контроля. Итак, существует 7 видов конфликта и 7 соответствующих видов контроля. Итак, первый вид конфликтов – это психологический конфликт. Второй – моральный конфликт. Третий – вооруженный конфликт. Четвертый – административный конфликт. Пятый – религиозный конфликт. Шестой – экономический конфликт. И седьмой – эстетический конфликт. И восьмой – идеологический конфликт. Ну, примеры, чтобы так непонятно. Примеры психологического конфликта – это взаимное устрашение на языке жестов. Ну, то есть, вот, я тебя запугаю. Так, дальше. Выяснение в процессе флирта, то есть заигрывания, того факта, кто является лидером в любовных отношениях, то есть, кто кого любит и кого любит. Ну, скажем, все женщины любят Дон Жуана. Этот Дон Жуан, он контролер. А женщины согласны унижаться, ну или наоборот, скажем, миледи умела покорять мужчин. Так. Или, например, еще один вид психологического конфликта – демагог.
Он покоряет толпу, и толпа ему подчиняется, и по его приказу начинает голосовать за него, как за Жириновского, или громить, или, не знаю, убегать. Ну, паника на фронте. Так, второй вид конфликта. Это моральный конфликт. Это ссора между людьми в процессе борьбы за статус лидера. Победу присуждает малая группа. То есть не могут ругаться, но малая группа решает, кто прав, кто победил. Третий вид конфликта – вооруженный конфликт. Ну, это охота на диких животных. Или война между государствами. Сегодня вот на Украине идет. Между Россией и Украиной. Украину поддерживают Соединенные Штаты Америки. Гражданская война. Кстати, вот эта война на Украине во многом является гражданской войной, где русские воюют против русских. Это самый плохой вид войны, когда русские убивают русских. Дальше война между преступниками. Ну вот город делят. Где чья сфера влияния. Война между преступниками. Дальше вооруженный захват власти. Когда узурпатор захватывает власть вооруженным путем. Или проигрывает. Политическое убийство. Тоже форма вооруженного конфликта. Террор. Ну вот чеченцы пытались строить террор в Москве. Дуэль или поединок. Спортивные соревнования. Все это были примеры вооруженного конфликта. Ну, спортивное соревнование идет по правилам. Там есть запрещенные приемы, которые нельзя нарушать. Примеры административного конфликта. Это выборы. Кто набрал больше всех голосов, тот и победил на выборах. Дальше. Второй пример административного конфликта. Конфликт бюрократический клик. Ну, этот конфликт идет в любой конторе и идет нелегально. Кстати, Сталин вот сумел победить своих противников в этом бюрократическом конфликте. Еще один пример административного конфликта. Забастовка рабочих. То есть рабочий предъявляет требования предпринимателя, ну и отказывается от работы. А предприниматель или их увольняет, или делает уступки. Существует 3 вида выборов. Это прямые выборы в народном собрании, ну, на Вече. Или там в Афинах были выборы в народном собрании. Ну, будет параграф, я отдельно об этом расскажу. Второй вид выборов. Выборы в привилегированном собрании. Ну, то есть собирается сенат аристократов, и там они выбирают своего предводителя. Так, третий вид выборов. Всенародное голосование за президента, за депутатов. Так, система выборов в народном собрании была доведена до совершенства в Афинах, в древнегреческих в Афинах. Система выборов в привилегированном сенате была доведена до совершенства в древнегреческой Спарте и в Древнем Риме. Система всенародных выборов была доведена до совершенства в Англии и США. Ну, а потом эти американцы научили голосовать другие страны, в том числе и Россию научили. Спасибо им за это. Так, пример религиозного конфликта. Это религиозная конкуренция между церквями и сектами за сферу влияния на верующих.
Ну, сегодня в России есть свобода совести, то есть каждый человек может исповедать любую религию. Ну и в России происходит конкуренция между этими религиями и сектами. Эту свободу совести изобрели в США. Так, шестое. Пример экономического конфликта – это рыночная конкуренция, в условиях которой выживает тот производитель, который может произвести и продать товар по наименьшей цене и с наилучшим качеством. Рыночные отношения были изобретены финикийцами и древними греками в Афинах. Там была изобретена морская торговля и морские корабли, золотые деньги, ремесленное производство товаров на продажу и частная собственность на средства производства. Но в качестве рабочей силы в Древней Греции использовали рабов. Это был недостаток. В средние века в Западной Европе был отменен рынок и восстановлено натуральное хозяйство. Ну, просто потому, что торговля по дорогам в Европе была затруднена. Ну, в средние века случилось, что центр торговли переместился со Средиземного моря на европейский материк. Ну и поэтому, в общем, возникло натуральное хозяйство. Рынок был отменен. В новое время рыночные отношения были снова восстановлены в Западной Европе на новой основе. Ну, что изобрели в новое время? Это океанскую торговлю и океанские корабли, ну, караки и каравеллы. Они могли плыть прямиком через океан. Изобрели наемную рабочую силу и машинное производство. Ну, то есть стали платить деньги за работу, а не вставлять кнутом. И изобрели станки. Океанскую торговлю и каравеллы изобрели в Португалии и Испании. Седьмое. Пример эстетического конфликта. Это конкурс между деятелями искусства. Этот конкурс изобрели в Древней Греции. Ну, там изобрели театр, и, так сказать, разные артисты между собой соревновались. Восьмое. Пример идеологического конфликта. То есть это спор или дискуссия между учеными, между политиками или между средствами массовой информации. Формальная логика – это наука о законах правильного мышления. И риторика – это наука о красноречии. Они были изобретены в Древней Греции. Можно привести примеры для каждого вида контроля. То есть я до этого говорил про конфликт, а сейчас виды контроля. В процессе психологического контроля примерами контролеров служат гипнотизер. Будет отдельный параграф про гипноз. Дальше демагог. Он умеет воздействовать на толпу. Ну и роковой человек, умеющий внушать безответную любовь. Вот примеры психологических контролеров. Второй пример видов контроля. Примеры морального контроля. Это контроль лидера в малой группе с помощью таких санкций, как похвала или брань. То есть лидер может хвалить или ругать, но его поддерживает малая группа. Третий вид – это вооруженного контроля. Итак, это контроль в фермерском хозяйстве. То есть человек контролирует домашних животных с помощью кнута. Дальше. Второй пример вооруженного контроля. Это контроль в преступной группе, когда там, вор в законе контролирует рядовых преступников.
с помощью телесного наказания. Он имеет право приказать убить подчиненных. Еще один пример вооруженного контроля – это контроль в тотальной организации. То есть в казарме, где деды бьют новобранцев, в психиатрической больнице, где есть санитар, который может бить этих больных, в тюрьме, где охранник с помощью резиновой дубинки может избить заключенного или просто убить. В рабовладельческом хозяйстве, где рабовладелец бьет рабов. В концентрационном лагере для военнопленных. Ну, то есть охрана бьет или убивает военнопленных. При тирании власти превращают систему уголовного права в систему государственного террора. То есть Сталин, как тиран, имел право отправлять в ГУЛАГ рядовых граждан или запугивать граждан. Четвертый вид контроля – административный контроль. Ну, это контроль сеньора в вассально-ленной системе. Это в Европе. Ну, то есть сеньор имел право сделать рыцаря своим вассалом. Дальше. Внутри любой бюрократической организации начальники имеют право наказывать своих подчиненных или поощрять. Ну, какие бывают бюрократические организации? Налоговая служба, армия, современная армия, полиция, система образования, система государственного здравоохранения, государственный сектор в экономике, ну, при социализме. Там тоже все было построено на административном контроле. Какие там есть санкции или наказания? Увольнение или прием на работу, повышение или понижение по службе. Административный контроль был изобретен вместе с изобретением бюрократии в Древнем Египте и в государствах Месопотамии. Пятый. Это пример религиозного контроля. Это контроль пророка в харизматической секте или священника над верующими. С помощью таких санкций, как угрозы вечных мук в аду или обещание вечного блаженства в раю. То есть я священник, я могу отправить в ад или в рай. Или я могу обещать преимущество в процессе реинкарнации. То есть обещать, что в следующей жизни верующий будет баобабом или богачом. Религиозный контроль был изобретен в таких мировых религиях, как христианство, ислам, буддизм. Механизм религиозного контроля был изобретен в период заката Римской империи. Ну, это в христианстве. Будет отдельный параграф, конечно, по этой теме. Шестой. Примеры экономического контроля. Это контроль на частном предприятии. Ну, где есть премии и штраф. Так, контроль международных банков и государственное регулирование рынка с помощью таких санкций, как премии и штраф. Ну вот сегодня американцы пытаются контролировать Россию, наложили на Россию экономические санкции, но они не действуют. То есть американцы сегодня не могут экономически контролировать Россию. Да мы нашли других, они нам запретили торговать с Европой, а мы нашли других покупателей в Азии, это Китай, Индия и так далее. То есть на нас контроль не действует. Экономический контроль сегодня является самым эффективным.
Этот экономический контроль был изобретен в новое время в Англии и Нидерландах. Так, 7-й вид контроля – это эстетический контроль. Ну, это реклама по телевидению. С помощью рекламы внедряются эстетические стереотипы, ну, то есть привлекательным образом. Если хочешь быть красивым, купи там, я не знаю, сигареты, пиво, алкоголь, ну и так далее. Это внедряется стереотип. Ты приходишь в магазин и покупаешь. Если тебе много раз по телевидению повторили. Так, 8-й вид – идеологический контроль. Это контроль с помощью внедрения идеологических стереотипов путем многократного повтора. Ну, то есть при эстетическом контроле там рисовали привлекательным образом какого-нибудь ковбоя. И человек покупал сигареты. А здесь при идеологическом много раз повторяли: купи эти сигареты. Много раз повторяли, и человек покупает. Ну, реклама появилась вместе с изобретением средств массовой информации. То есть до этого просто не было этих видов контроля, не было рекламы. Итак, какие это средства? Это газеты, кино, радио, телевидение, эстрада, видео. При социализме была построена идеологическая машина по обману граждан в интересах властей. Чтобы обезопасить граждан от манипулирования, в западной демократии существует свобода печати. То есть в одной газете говорят одно, в другой газете говорят другое. И нельзя, государство не может манипулировать гражданам при капитализме. Так, следующий вопрос. Сходство и различия между биологическим и социальным конфликтом. Итак, существует 3 типа конфликта. Первый – борьба за жизнь, за существование и за возможность иметь потомство. Борьба за жизнь. Проигравший просто убивает. Второе. Конфликт за статус контролера. Когда победитель становится контролером, а проигравший объектом контроля. Перестают убивать проигравшего. Третий вид конфликта – конфликт за сферу влияния между несколькими контролерами. То есть делят сферу влияния, а не статус контролера. Чарльз Дарвин верно заметил, что в биосфере идет почти исключительно борьба первого типа, то есть борьба за жизнь и за жизнь своего потомства против представителей других биологических видов. Самцы одного вида борются друг с другом за право спариваться и иметь собственное потомство от самки. Устраивают поединок, кто победил, имеет право спариваться. Психологический конфликт и психологический контроль существовали уже у высших животных, то есть уже животные умели запугивать друг друга. Другие виды конфликта и контроля, перечисленные в классификации, характерны только для людей, и животные не смогли их изобрести. То есть животные использовали только психологический контроль. Так, в человеческом обществе борьба за собственную жизнь, то есть борьба за существование,
происходит только в таком виде конфликта, как вооруженный конфликт. То есть борьба за жизнь происходит только на войне. Да и то, там, если, в общем, человек соглашается сдаться, то его берут в плен, не убивают. Он становится военнопленным. И к нему потом применяют телесное наказание в концлагере. Ну, в тюрьме. В других видах конфликта идет борьба за статус контролера или за сферу влияния, а не за собственную жизнь. Психологический конфликт и административный конфликт идут за статус контролера, за статус, например, гипнотизера, рокового человека, за статус начальника. Экономический конфликт в форме рыночной конкуренции, религиозный конфликт между церквями, эстетический конфликт между артистами, идеологический спор между учеными. Эти виды конфликта идут за сферу влияния на потребителей. То есть не за статус контролера, а за сферу влияния. В обществе широко распространен конфликт за статус контролера и за сферу влияния, что, в крайнем случае, применяется борьба за собственную жизнь. В процессе человеческой истории происходит переход от преобладания борьбы за жизнь к преобладанию борьбы за статус контролера и за сферу влияния. То есть в процессе истории борьба за жизнь, в общем-то, ее сфера влияния сокращается. И получается, что теория эволюции Чарльза Дарвина есть только частный случай моей теории. Вот так. Следующий вопрос. Можно ли улаживать конфликты? Можно ли улаживать конфликты? По моему мнению, улаживание конфликта является невыполнимой задачей до тех пор, пока ее участники не будут согласны соблюдать некоторые условия перемирия. Эти условия могут состоять из соглашения о передаче ресурсов, границ сфер влияния и о соблюдении договора, согласно которому победитель становится контролером, а проигравший – объектом контроля. То есть пока проигравший не отдаст свою сферу влияния, не согласится стать объектом контроля, конфликт будет продолжаться. Ну вот, а когда поделили сферы влияния и свои статусы, конфликт приостанавливается. Такой конфликт является результатом пробы сил в конфликте, а не результатом бесполезных бесед с психотерапевтом. Они занимаются бесполезным делом. Ничего не могут уладить. Если проигравший уничтожает, то и, как сказать, договариваться не с кем. То есть объекта контроля нет, и он был убит. Улаживанием конфликтных отношений в обществе занимаются суд, правоохранительные органы и органы исполнения наказания, то есть администрация тюрьмы. Вот они улаживают конфликты. Суд следит за соблюдением правил борьбы и имеет полномочия применять санкции к нарушителям этих правил. То есть в обществе часто конфликтовать нужно по правилам. Например, соблюдать законы честной конкуренции. Кто их нарушает, того сажает в тюрьму, удаляет из игры.
Религиозные организации и психологические службы не имеют таких полномочий и часто оказываются не в состоянии улаживать конфликты. Э, ри- с- э, Священники способны только утешать проигравших, предотвращать случаи алкоголизма, наркомании, самоубийства среди проигравших. Ну и предотвращать массовые беспорядки и мятежи с участием проигравших. В общем, утешают проигравших. Не все виды конфликта можно уладить в суде. Например, психологические, нравственные, вооруженные и бюрократические конфликты. Их нельзя уладить в суде. Почему? Ну, поругались и поругались. Не все же в суд обращаются из-за этого. Бюрократические конфликты идут тайно, и поэтому их нельзя уладить. Ну, то же самое войну, как ты уладишь в суде? Вот сегодня война на Украине идет. Кто будет судить? Кто победит, тот и станет контролером. А уладить невозможно без победы. У дворян был обычай решать свои конфликты на дуэли. На дуэли. Ну вот, Лермонтов был убит на дуэли. Пушкин был убит на дуэли. Ну, в суд они не обращались. Улаживание всех видов вооруженного конфликта является самой трудной задачей. На войне часто уничтожают проигравших или берут в плен. Это продолжается до тех пор, когда война для проигравших сопротивление для проигравших становится невозможным. На войне часто идет борьба без правил. Там все позволено. Хотя иногда стороны заключают договоры о запрещении применения наиболее варварских видов оружия. Например, ядерного оружия. Сегодня между Россией и Америкой есть договоры. Не применять ядерное оружие. Вот сегодня идет война с помощью обычного оружия на Украине между Россией и американцами. Или, например, заключают договор, что нельзя казнить военнопленных, проводить террор против мирного населения. Но эти договоры часто нарушаются. Не все виды конфликта можно уладить, так как обществу выгодно поддерживать такие виды конфликта, как рыночная конкуренция. Зачем ее улаживать? Рыночную конкуренцию, когда это выгодно обществу. Или, например, политические выборы, они были и будут, потому что обществу это выгодно. Творческий конкурс, ну, например, между артистами, он выгоден обществу. Научные споры тоже не улаживают. Спортивные соревнования, зачем их улаживать? Это зрелище. Они идут по правилам, поэтому никто их не отменяет. Но государство иногда борется против монополистов на рынке, что они уничтожают рыночную конкуренцию. Государство поддерживает оппозицию, то есть не дает победителю добить оппонентов. Вот они в парламенте ведут дискуссию. Правящая партия и оппозиция. Никто оппозицию не добивает, не уничтожает. Следующий вопрос. Два типа конфликтов.
Итак, конфликты делятся на два типа. Первый. Конфликты, которые ведутся без правил и без арбитра, до уничтожения проигравшего. И второй вид конфликта – конфликты по правилам, где существует арбитр, который следит за соблюдением правил игры и присуждает победу. Такие конфликты никогда не заканчиваются уничтожением проигравшего. В живой природе применяется только конфликт первого типа, когда проигравшего уничтожают. Охота, это вид конфликта, охота человека на животных, чаще всего заканчивается смертью животных от рук человека. Очень редко помещением животных в зоопарк. Но сегодня даже в сфере охоты и рыбной ловли есть правила, которые запрещают охоту на редких животных, занесенных в Красную книгу. Дальше. Есть правила, которые запрещают охоту и рыбную ловлю в определенные периоды времени, то есть во время нереста рыбы, в период гнездования птиц. Охота и рыбалка запрещены. Дальше. В 20 веке были запрещены варварские виды оружия массового поражения. Были введены правила обращения с военнопленными. Рыцарский поединок или дуэль проходили тоже по правилам, за соблюдением которых следили секунданты. После дворцового переворота или после заговора с целью захвата власти свергнутого правителя обычно уничтожают, так как он представляет слишком большую опасность для заговорщиков в случае его возвращения к власти. Например, в России Лжедмитрий I, Петр III, Иван VI Антонович, Павел I, Николай II были убиты в ходе или после переворота. Такие вот правила захвата власти. В качестве исключения из общего правила Василий Шуйский был отправлен в монастырь. Монах не имеет права на престол. Хрущев был отправлен на пенсию и там умер на пенсии. Борьба бюрократических клик идет без правил, так как она идет скрытно. Проигравших соперников не уничтожают, а увольняют. В моральной ссоре арбитром является малая группа, которая и присуждает победу. Правила игры и суд существуют на выборах и на рынке, в религиозном конфликте, в творческом конкурсе или в научном споре.